Привет, друзья! День номер 105, суббота, и мы начинаем ошкуривание. Все высохло, то, что мы нашпаклевали, пора ошкурить. Ошкуривание – это самый мерзенный, самый гадкий, самый отвратительный процесс во всей этой работе. И самый неотвратимый в нашем случае. Избежать ошкуривания можно только одним способом. Это работать известью и затирать известью, в случае стен и потолков, а в случае карнизов домазывать их точечно. Мазать точечно каждую выбоинку, каждый скольчик, точечно инструментом обрабатывать. Я так делал. И скажем, такой карниз, как за мной, здесь метров 15, наверное, карниза. Так вот такой карниз займет 2 недели. Точечно обрабатывать. Да, это очень трудоемко. Ошкуривать быстрее, ошкуривать проще, чем замазывать. Бумага 120. Вот. 120. Это для карниза и для потолка номер 80. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, тут очень пыльно. Сейчас, вот так тут пыльно, ужасно пыльно. Ой. Вот так выглядит угол, который еще не подшкурен. Лепной угол. А вот готовый, подшкуренный. И вот самое страшное место. Розетка, которая очень сильно утоплена. Слева не подшкурено, справа подшкурено. Вот, я знаю, что мигает тут, но вот так получилось. Вот, местами там миллиметр может быть. Потолок подшкуренный. Прям в жестком свете, как оно. Вот. Есть, конечно, провалы, где-то есть ямки, но намного лучше, чем это было до нас, как мне кажется. Как шкурим потолок? Как можно работать вот этим бруском шлифовальным? Вот этим бруском, как можно работать? Круговые движения в одну сторону и потом в другую. Как-то вот так. И в другую сторону. Перпендикулярно телу. Как-то так я обрабатываю. Кто-то, наверное, делает это по-другому. Ошкуривание на потолке это очень реально, плохо, неудобно. Все плохие эпитеты, которые есть, применяются здесь. В углах сложность – это сведение плоскостей. Много сводили плоскостей, поэтому теперь приходится много вышкуривать. Как здесь, например. То есть здесь свели прям в поле, глубоко в поле. Вот это пятно, и его надо все вышкурить, получается. А вот здесь, на соседнем углу, уже более-менее готово. Надо будет еще раз подшпаклевать чуть-чуть, но это уже сведено. В общем, ровного здесь очень мало или почти ничего нет. Наша задача сделать, чтобы это хотя бы было хоть как-то гладко. Хоть чуть-чуть как-то гладко эти все переходы. Лепнина и плоскость потолка. Привет. Мы по-прежнему шкурим. И сейчас я вам покажу как раз моменты, которые мы пропустили, потому что там надо было шпаклевать в основном потолок. И, в общем, я не успевала за Романом, как он шпаклевал потолок, а я не успевала подходить к лепнине шпаклевкой. Вот. Собственно, сейчас я вам просто покажу разницу и, в общем-то, причину того, почему я вплотную подхожу шпаклевкой к самой лепнине. Вот здесь шпаклевкой, я подходила прям в самую-самую лепнину, Роман ругался, ай, зачем ты так близко подходишь? А я просто эту лепнину всю облазила уже вдоль и поперек. Я прекрасно знаю, какая она на вкус и цвет. И здесь это место, которое я просто не успевала дошпаклевать, можно увидеть разницу. Вот это место историческое, даже сейчас против света, может быть, будет видно, оно тут рыхлое, тут я замазывала, тут такое. В общем, гипс, плохой, он уже старый, нужно отдать ему должное. И поэтому здесь, чтобы эту чуть-чуть это подровнять, сгладить, чтобы было красиво и приятно. Вот здесь уже шпаклевкой подошли. Это еще не вышкурено. И подхожу прям впритык
по рисунку обхожу, его за одним подравниваю, подчищаю, чтобы было красиво, остро, наглядно и четко. Вот он, вот это я замазала трещину, и тут как бы вот я сразу это оставила на шпаклевку. Делала с мыслью о том, что это будет все накрыто шпаклевочным слоем, особенно вот эти поля плоские, вот. Вышкурено, и оно уже будет красиво, гладко, четко, приятно, и под краской это будет выглядеть достойно. Так что вот так оно. Кому-то, может быть, кажется, что все это, оно так и было. Нет, оно так не было. То есть, в реальности мы всю лепнину, которая есть в этой квартире, все, то, что на потолке, мы везде обрабатывали эти примыкания. Везде. Потому что они утоплены, сильно утоплены, и краска это очень хорошо проявит. Да, оно таким не было. Да, мы его таким делаем. Залез я в этот аппендицитик. Сейчас быстренько как было, а потом как стало, посмотрим. А вот как стало через парочку часов. Часа 2 я тут, наверное, ковырялся. Вот. Вот так стало. Вот такая вот некоторая хирургия. Мы рассматриваем все с 20 сантиметров где-то. Вот. Угу. Вот. Угу. Угу. И это все надо закрывать. Все эти места нуждаются в обработке дополнительной. Вот такие вот. За раз не получилось. Надо еще раз, но уже другой шпаклевкой. Ну вот с пола это выглядит более чем. Но это с пола. Карниз, казалось бы, простой, но сложность вызывает именно вот порезка в примыкании потолка и самого карниза. Казалось бы, простой, да, но вот это место, примыкание само, это уже, скажем так, готово под следующее шпаклевание. Вот угол сведен. Так это выглядит в обработанном виде. А было это приблизительно вот так. И вот так это было. И как-то вот так это было. Вон сколько там внутри. Это чужеродное все. Это шпаклевка. Когда подводили вот эту вот плоскость, туда попало много шпаклевки местами. Итак, закончили мы, наконец-то закончили ошкуривание. Снизу, конечно, это выглядит просто уже, давай крась, можно, нет, нельзя. Мы видели, почему нельзя, еще есть какие-то места, где надо точечно обрабатывать, еще раз обработать плоскости надо, карниз и потолок, ну и везде так. В каждой комнате. В целом, получается, 3 дня мы шпаклевали и 4 дня ошкуривали. Безостановочно все это происходило. Календарная неделя. Вот столько времени у нас ушло на эти потолки и карнизы. Я так прикинул, здесь потолков, всех потолков с лепниной, здесь 83 метра. Ну, лепнина хорошо так отъедает часть плоскости потолка, ну и карнизов где-то метров 45. Потому что большую комнату не считаем. Ну вот такие какие-то временные затраты получились. Как уже и говорил, это самая гадкая, самая мерзкая, самая неприятная работа во всем цикле производимых работ. Хуже, чем ошкуривание вот такое, может быть ошкуривание известковой шпаклевки. Вот это хуже, чем это. А больше, что может быть хуже, я уже не знаю, что может быть хуже, чем вот такое вот занятие. Неотвратимый процесс. А нас ожидает еще одно такое же ошкуривание, только поменьше. Уже будет меньше, потому что мы еще раз будем шпаклевать. Не весь объем, но все равно какую-то его значительную часть. Так что закончен этот этап. Всего вам доброго. До свидания. Лайки, дизлайки, комментарии. Помним, да? Таким образом вы поддерживаете канал. Всего доброго, всего хорошего вам. До свидания.